Здравствуйте! Сегодня будем рисовать ночной мегаполис на побережье с отражением. Я немножечко тут поигралась с бумагой. Все очень симпатично получается. Абсолютно никакой подготовки. Бумага самая обычная, целлюлозная. У меня, правда, 350 грамм на метр. Называется «Доброе утро, Милан». Самое главное, чтобы наша бумага, будет или это хлопок, или целлулоза, была шершавая. То есть, чтобы у нее была фактура. В общем, рыбачка, если что, подойдет. А дальше уже смотрите, что у вас конкретно есть. А для данного сюжета нам не потребуется референс. Нам даже не потребуется особо карандашный рисунок, но так как я позиционирую свое видео для людей с разной подготовкой, и в том числе для нулевой подготовки, для людей, которые считают, что еще не умеют рисовать, то я все-таки нарисую некий эскиз, который имитирует расположение небоскребов, зданий высоких на побережье, чтобы нам было проще уже опираться на этот эскиз и делать рисунок. Расставляю здания в хаотичном порядке, стараюсь, чтобы они были разнообразными, разными по ширине, разные по высоте, немножечко, может быть, даже разные по форме. Здесь на ваш вкус. Если вы не можете без фотографии повторить и нафантазировать, вы можете найти фотографию ночного Сингапура или любого ночного другого мегаполиса на побережье и попробовать перерисовать его. Итак, мы сегодня будем рисовать на целлюлозе, еще раз повторю, смачиванием с обоих сторон. И нам потребуется для этого марля. Для того, чтобы наша бумага долго выдерживала влагу, я взяла марлю, смочила ее в воде и не полностью отжала. Расправляю ее сейчас на планшете. Она у меня достаточно влажная. На самом деле этот кусок у меня были марлевые салфетки для перевязок. И вот одна салфетка расправилась в такой достаточно большой кусочек. И мне хватило, чтобы покрыть планшет размером А4, еще вон за пределы выходит. Лист у меня размера А4. Смачиваем его с двух сторон. У меня для этого флейц из козы 2,5 сантиметра. Эта работа у нас будет полностью написана плоскими кистями, а если быть точным и не считать флейцем, эту работу можно нарисовать одной плоской кистью. Причем без разницы, какой она будет. Я специально взяла самую дешевую синтетическую кисть, которую я в какой-то момент покупала в Ашане в составе набора для детского творчества. В общем, все предельно просто и бюджетно. Акварель также может быть хоть медовая луч, хоть профессиональная. Это, опять же, зависит от того, чем вы располагаете. Итак, мы смочили лист полностью. Он у нас прилип к планшету. И сейчас нам нужно подсушить верхнюю часть. Мы берем салфетку и пытаемся промокнуть воду в верхней части над линией горизонта. Линия горизонта, когда будете делать, учтите такой момент. Не рисуйте горизонт четко посередине листа. Он должен быть либо выше чуть-чуть, либо чуть-чуть ниже. Иначе это будет смотреться некрасиво, если он будет посередине четко. В данном случае он у меня чуть-чуть занижен. То есть нижняя часть у меня чуть-чуть меньше, чем верхняя. Может быть иначе. Это уже как вам нравится. Здесь я хочу вам показать, какие могут быть плоские кисти. Вы можете взять любую из тех, которые у вас есть. Это в основном все синтетические кисти. Вот это единственный флейц у меня из козы. И я возьму, как я уже говорила, самую дешевую кисть. Итак, у нас верхняя часть высушена. И мы смачиваем только ту часть, которая у нас будет ночное небо, там, где мы будем заливать темным-темным тоном.
Каким цветом вы будете заливать, не принципиально. Опять же, мы можем взять абсолютно и черный цвет, и темно-синий, намешать его из темного, синего и черного. Можно взять индиго. У меня в данном случае это берлинская лазурь, смешанная с серой пейна. Берлинская лазурь у меня от Шинхан, серая пейна у меня от Невской палитры. Я намешивала этот цвет из тюбиков, поэтому он у меня достаточно густой. Если вы будете брать из кюветок или же вы будете брать краску из акварели, из набора вот, медовая, луч и так далее, то, пожалуйста, смочите как следует краски для того, чтобы они потом легко набирались. Потому что нам для неба нужен такой достаточно темный, плотный тон. В любом случае он должен быть однородный. Может быть, он может быть намного светлее, но он должен быть однородный. Вот мы таким образом обходим наше здание, пытаемся их отрисовать. Их контур. Можно сказать, что их силуэт. В итоге он будет светлый, но пока мы рисуем силуэт домов. Удобнее всего это выполнять именно плоской кистью. Круглой кистью у нас не получится таких острых углов, и нам будет неудобно. Смотрите, вот сколько мы уже рисуем. И если вы когда-либо рисовали на целлюлозе мокрым по мокрому, то вы уже, наверное, знаете, что в середине может быть лужа, а по краям бумага может уже высохнуть. Вот благодаря тому, что мы постелили марлю под бумагу на планшет, у нас нет этой проблемы. То есть то, что у меня бумага 350 грамм, это совершенно в данном случае не влияет. Вот честное слово вам даю, что сохнет она примерно так же быстро, как и рыбачка. То есть какой-то вот принципиального различия я не заметила. Да, может быть быстрее чуть-чуть рыбачка, но не настолько, чтобы вот сказать, что эта бумага ее сильно превосходит. Мне эта бумага досталась в подарок. Я очень благодарна фирме Палаццо. Я выиграла ее в конкурсе. Большое спасибо им. Я смогла ее попробовать. Это очень важно, когда какую-то вещь ты можешь попробовать бесплатно. Корректируем наше здание. Если немножечко неровно вы где-то нарисовали, это небольшая проблема. У нас скетчевый рисунок, быстрый, поэтому мы не претендуем тут на абсолютную графичность, на суперреалистичность. Мы рисуем атмосферу. Итак, мы сейчас смочили нижнюю часть, там, где у нас вода. При этом мы немножечко подсушили верхнюю часть, там, где у нас небо. И сейчас мы при помощи сухой кисти, вот я немножечко начала не с того цвета, я беру все тот же темный тон, который я рисовала небо. Можно взять и вообще черный. И сухой кистью, нет, еще кисть недостаточно сухая, надо ее досушивать. И за счет того, что у нас есть фактура бумаги,
подложим линейку, таким образом, немножечко отступя вот от линии от горизонта, мы не будем заходить за эту линию горизонта и не будем, даже это, да, эта линия у нас горизонта, не будем пачкать нашу воду. И таким образом проскальзывающими движениями мы подчеркиваем фактуру бумаги темным цветом. Это наши горящие окна, горящие огни этих зданий. Мы не в состоянии вырисовать каждое окошко, это невозможно. Их там тысячи. Они очень мелкие, так как у нас быстрый этюд, быстрый скетч, мы должны сделать все максимально просто, быстро и красиво. Здесь главное не окунать кисть дополнительно в воду, а именно набирать на нее только краску, та, которая вот осталась после неба у меня в данном случае. Она достаточно сухая, и я просто вот именно вот эти вот выступы бумаги, я, получается, их прокрашиваю, а впадины остаются белыми. Если где-то у вас прокрашивается чуть больше, где-то чуть меньше, ничего страшного, это абсолютно нормально. Не могут быть здания совершенно равномерно освещены, не могут у них абсолютно равномерно гореть все окна, это абсолютно нормально. Поэтому здесь как получилось, так получилось. Здесь мы также немножко даем подсохнуть этой краске. Промываем как следует кисть. Синтетические кисти надо очень тщательно промывать. Очень долго на них остается краска. Это видно на моей салфетке. И мы сейчас начнем рисовать отражение. Каждое здание мы подсветим каким-нибудь своим цветом. Это может быть и изумрудный, и голубой, и бирюзовый, и желтый, и оранжевый, красный, розовый. Любой красивый цвет, который окажется и может быть просто бесцветный, то бишь белый. Любой цвет мы будем подкрашивать здание. То есть мы наносим краску на здание и примерно такой же длины полоску отражения мы наносим в область воды. Область воды у нас смочена, и краска там расплывается. То, что, собственно говоря, нам и надо. А область здания у нас сухая. Очень аккуратно наносите краску на сами здания, которые уже покрыты сухой кистью, потому что если сильно давить и тереть, вы можете просто смазать, размазать эту краску. То мы взяли какой-то розово-фиолетовый. Предположу, что это был хинокоридон. И пытаемся вот таким образом выставить отражение. Они действительно всегда очень разные, они не обязательно белые, там и желтых, и оранжевых, всяких-всяких разных много, потому что на таких зданиях обычно много рекламы. Смотрится все это очень красиво. Вот. В данной ситуации вы можете видеть небольшую проблему с целлюлозной бумаги. Толстым слоем краска не проваливается в бумагу, и она немножечко может застывать слоем таким глянцевым на поверхности бумаги, как бы бронзить. И поэтому вот эти вот белые пятна на фоне моего неба на самом деле не что иное, как слой краски, который не провалился в бумагу, как это бывает у хлопка, а который остается именно сверху. На самом деле вживую, не на камеру, это смотрится нормально, не пугайтесь. Так как я работаю с сильным освещением, то у меня эти области немножечко отсвечивают, и поэтому немножко отвлекают взгляд. Я приложу фотографию готовой работы, и вы увидите, что там все нормально. Соответственно, у вас должно получиться. Если у вас есть желание рисовать нормальными красками и на хлопке, то результат будет совершенно замечательный, я уверена. И не будет этой проблемы. Так, мы продолжаем расцвечивать наше здание и наше отражение.
Пытайтесь подбирать разные цвета, и чтобы они не шли по порядку. Также, если вы работаете обычными школьными красками, то старайтесь набирать краску погуще, потому что она менее пигментированная. И, соответственно, будет не яркий рисунок, а здесь именно вся красота вот в этой яркости, этой игре света. Можете оставить на самом деле пару незакрашенных зданий, потому как они тоже могут быть как раз вот именно белыми. Или закрасить их частично. Это уже смотрите сами, как вам нравится. И отражение у нас длинное здание, длинное отражение, короткое здание, это короткое отражение. То есть пытайтесь повторить этот рисунок в отражениях. Значит, начинаем покрывать нижнюю часть, там, где у нас вода, и там, где у нас уже не отражается свет от зданий. Здесь очень важный момент. Если у вас бумага подсохла и краска уже плохо, темная краска расплывается, то лучше остановиться, полностью досушить верхний слой, чтобы он просто был такой сухой, но влажный, и аккуратно смочить заново эту нижнюю часть, потому как вот у меня немножко, может быть, я не поймала этот момент. Она у меня расплывается, но не до такой степени, чтобы идеально. И поэтому вот эти отражения, они чересчур, может быть, четкие. Чуть более четкие, чем мне хотелось бы. Поэтому я их там в конце размочу, но чтобы вот с этим не мучиться, то можно сразу этот момент отсечь. Вот. А опять же, все зависит от того, сколько времени у вас это все займет. Может быть, вам хватит времени, у вас все нормально будет увлажнено, и вам не потребуется смачивать заранее. У меня здесь лист влажный, краска, в принципе, растекается, но мне хотелось бы, чтобы она растекалась еще больше. Вот почему я так говорю. Опять же, вот этим черным нашим отражением неба мы корректируем длину здания. Если мы какие-то здания сделали слишком длинными, то мы посредством вот рисования неба можем их укоротить. Кое-где мы можем добавить пигмента, немножечко сделать более выраженным, добавить воды и размыть границу. Отражений, чтобы сделать их более живыми. Я все еще продолжаю работать одной плоской кистью, с которой, собственно, и начинала. Это кисть размером 1 сантиметр. Вот я сверху немножечко добавила воды, она стекает вниз и расталкивает нашу темную краску. И наши отражения становятся менее четкими и более такими живыми, настоящими. Обратите также внимание, что вот я сейчас наклонила немного наш лист, и уже не так бликует небо, уже совершенно по-другому оно смотрится. То есть оно смотрится нормально. Вживую оно смотрится действительно нормально. Поэтому не бойтесь. Отделяем нашу линию горизонта, немножечко прорисовываем ее. Там есть какой-то в любом случае бордюр, какая-то преграда, и желательно все-таки разделить наше здание и воду как-то отдельно. Может быть, даже затемнить немножко низ зданий. Это будет хорошо. Я думаю, что мы на переднем фоне даже еще нарисуем какие-то еще постройки,
потому что вряд ли все наши небоскребы стоят по линеечке и все исключительно видны. Такого не бывает. Также пытаемся нарисовать какие-то архитектурные элементы. В данном случае пусть это будут какие-то выступы, антенны, еще что-то. То есть как-то разнообразить, добавить каких-то немножко тонких деталей, которые немного украсят нашу работу. Что мы делаем? Раз у нас целлюлоза, у нас практически подсохло небо, мы можем протереть краску. Мы берем кисть плоскую нашу, смачиваем и протираем краску. Потом промокаем ее салфеткой, и у нас остается белая полоса. Посушим нашу работу. И после сушки мы немножечко ее доработаем. Предлагаю, у кого, может быть, плохо получилась фактура или кому получилось слишком темно, можно взять белую темперу, белую гуашь или же гелевую ручку. Вот, допустим, наши антенны можно немножечко добавить белой ручкой полосочек, и она будет, наши антенны, более явными, более выразительными. Это будет смотреться интереснее. Также добавляйте, как вам подсказывает ваша фантазия, будет хорошо. Также поверх вы можете добавить абсолютно практически сухой, может быть, чуть-чуть влажной кистью. Вы прямо из баночки берете гуашь и также прокрашиваете фактуру. И у вас получаются вот такие вот белые блики. А также вы, если вы считаете, что у вас наоборот очень мало темных частей на зданиях, вы можете взять темную краску и также прокрасить фактуру темным. То есть здесь вы выбираете и смотрите, как вам требуется, и соответственно сделать. Чем отличается гуашь от темперы? Во-первых, гуашь можно размыть, темперу нет потом. Но темпера более укрывистая. И то нужны именно белила титановые, потому что белила цинковые у вас ничего не прокроют. Они практически прозрачные, имейте это в виду. Также нарисуем несколько зданий каких-то, архитектурных образований. Как я уже говорила, не могут все здания стоять исключительно по линеечке. В рядок должно быть какая-то вот у них такое неравномерное распределение, и мы сейчас немного этот ритм запутаем, чтобы это смотрелось более естественно. Тоже разными цветами, где-то темный красный, где-то темно-синий, где-то просто размытый черный. Здесь смотрите сами, но растворы достаточно водянистый тех зданий, которые мы рисуем на первом плане, на переднем плане. Теперь, чтобы показать нашу воду, чтобы вода была несколько похожа на воду, мы также методом протирок мы можем сделать на ней такие белые полосы, которые имитируют блики на воде. Опять же, смачиваем нашу плоскую кисть, протираем полосочку на бумаге, каждый раз кисть моем и сушим потом эту полоску салфеткой. Таким образом у нас остаются белые полосы, которые имитируют водную гладь, водную поверхность. Единственное, что хочу предостеречь, это не рисуйте слишком длинные полоски, потому что наша рука норовит сделать все-таки не ровную полосу, а дугу. И
у нас просто получится не очень это все красиво. То есть вот будьте осторожны с этим. Ну и делайте их достаточно хаотично. Они не должны быть несколько полосок в ряд, они должны быть исключительно в таком, даже не шахматном порядке, а в разбитом шахматном порядке. Ну, то есть попробуйте. Потому что в природе редко бывает что-то очень такое симметричное, очень правильное. В основном все именно такое вот разбитое. Итак, смотрите, вот наш лист. Вот он до сих пор мокрый, уже сколько рисуем. Да, я его не домачивала. Вот видите, у меня на планшете еще куча воды. И мне его нужно теперь окончательно высушить. Я его сейчас положу просто на стол. Можете на сухой планшет положить. Это смотрите, как вам удобно. И мы его высушим окончательно. Я его высушила, собственно говоря. И я хочу дорисовать небольшие теневые части на зданиях. То есть у нас очень много света. И как-то вот здания все очень объединены. Мы берем водянистый темный раствор. И правую или левую часть выберите сами каждого здания, мы оттеняем. Таким образом у нас немножечко также здания получаются более живые, более настоящие. Здесь вот единственное, что я придала свою плоскую кисть, хотя на самом деле можно было и ей это сделать, но вот мне захотелось это сделать обычной круглой синтетической кистью. И мы край здания наносим темный пигмент, немножечко его размываем в сторону, и у нас получается вот один край здания более темный, а другой более светлый. Вот, кстати, момент еще такой, если вы наносили очень много белой гуаши и начнете вот рисовать, как я сейчас, вот эти вот оттененные части зданий, то вы эту белую гуашь сильно размоете, имейте это в виду. Темпера, если будет, она не размоется, но она и сильно не прокрасится. То есть рисовать по темпере поверху очень сложно, потому что она такая уже глянцевая и не впитывающая в себя, то есть проскакивает по ней уже кисть. Это тоже надо иметь в виду. Но иметь белую темперу лично мне очень удобно, потому что иногда расставить какие-то акценты, которые не должны погаснуть, иногда очень удобно. Вот. Насчет запретов белого в акварели и так далее, здесь решайте для себя сами. Я считаю, что когда очень хочется, то можно. Тем более, что мы не занимаемся сейчас академической живописью еще или еще чем-то. Мы рисуем для себя. А здесь уже правила только такие, которые вы сами себе обозначите. Так, смотрите, добавили совершенно чуть-чуть теней, и наши здания стали значительно интереснее, значительно какими-то более натуральными. Несмотря на то, что у нас, в общем-то, весь рисунок такой очень быстрый и не очень натуральный. Не очень не гиперреалистичный, это точно. Итак, финальный аккорд, ставим подпись и заканчиваем. Спасибо за просмотр. До свидания.